После гражданской войны в Испании из победивших националистов начинают формировать добровольческую дивизию для отправки на Восточный фронт. Она получила название «Синяя» или «Голубая дивизия» по цвету рубашек испанских фалангистов, которые составляли основной костяк подразделения. Но обо всем по порядку. На протяжении всего периода гражданской войны Советский Союз активно поддерживал испанское республиканское правительство, предоставляя ему вооружение и военную технику. Советские военные советники и летчики служили в республиканской армии, и пришедшие к власти националисты не забыли об этом. Формально Испания сохраняла нейтралитет во время Второй мировой войны, но фактически по всей стране проводились агитационные мероприятия, призывающие добровольцев отправиться на Восточный фронт и покончить с коммунизмом раз и навсегда, вернуть визит вежливости. Министр иностранных дел Серрано Суньера в обращении к гражданам заявил: «Товарищи, сейчас не время для речей. Фаланга вынесла свой приговор. Россия виновата. Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России необходимо для будущего Европы». Позднее один из ветеранов дивизии Хуан Хосе Санс напишет об этом в своих мемуарах. «Однажды по радио я услышал речь министра Серрано Суньера, в которой он произнес знаменитую фразу «Россия виновата». После этого мы все присоединились к дивизии. Я отправился в Сарагосу и вызвался воевать, но не против русского народа, а против коммунизма. Действуя по тем же мотивам, что и я, за несколько дней почти 20 тысяч молодых людей присоединились, не стали сидеть дома. Подготовкой и обучением добровольцев занимались немецкие специалисты. Несмотря на то, что большая часть голубых рубашек имела солидный боевой опыт за спиной, все без исключения проходили двухмесячные военные курсы на территории Германии, где основной акцент подготовки был смещен в сторону взаимодействия с немецкими подразделениями на поле боя. По итогу из всех прошедших обучения была сформирована 250-я пехотная дивизия, состоящая из одного артиллерийского полка и 4 пехотных. Солдатам полагалось двойное жалование. Одно выплачивало испанское правительство, второе они получали от вермахта. Также от вермахта они получали обмундирование и вооружение. Единственным отличием солдат стал нарукавный шеврон в виде национального флага Испании по форме щита, который носили на правом рукаве, также на каске справа соответствующую декаль. Кроме того, в дивизии остались воинские звания и устав испанской армии. Стоит также отметить спорный момент, что текст присяги, которую давали новобранцы, отличался от немецкого. Присягая, они клялись в верности фюреру в борьбе против коммунизма. 20 августа 1941 года дивизия выступила на фронт. Первый этап был проделан на поезде из Германии в Польшу, а оттуда в пешем строю двинулась в направлении Витебска. Колонны солдат потянулись по разбитым войной дорогам. Сначала жара, потом дожди, слякоть. Менялись ландшафты, но не менялось одно – команда принять в сторону, когда испанцев обгоняли немецкие грузовики, с которых ухмыляющиеся германские солдаты приветствовали союзников по оружию. Голубая дивизия, как и части других сателлитов Германии, не была обеспечена транспортом. Из дневника испанского солдата Хорхе Сальдага, сентябрь 1941 года. «Уже осень, а я даже не был в бою. Что это за война такая, где нужно только ходить, ходить и снова ходить? Пока мы ходим по этим однообразным полям и скучным серым пейзажам, наверное, все закончится. Хотя, может, оно и к лучшему. Удручает то, что не могу написать даже строчку домой. От этой бесконечной ходьбы нет совсем времени, да и адрес нашей полевой почты постоянно меняется, потому что наше местоположение меняется каждый день. Куда мы идем? Зачем? Нам не говорят. Иногда мне кажется, что даже наше командование этого не знает. Войны еще не было, а потери уже есть. В основном простуда и дизентерия. Слышал, что вчера одного пройдоху из нашего батальона легнул конь и сломал ему ногу. Судя по следам недавних боев, которые мы видим в городах, через которые проходим, битва идет нешуточная, а значит и потери будут. Из дневника унтер-офицера Хосе Фернандеса.
Этот марш нечеловечески труден. Мы живем впроголодь. Если хотим поесть, то вынуждены воровать. Из 25 лошадей осталось 7. 30 человек из роты из-за истощения и усталости оставлены на дороге. В целом, об отношении немцев к их южным союзникам красноречиво говорит высказывание генерала Франца Гельдера: «Если вы увидите солдата небритого, заправившего штаны в носки, пьяного, не спешите его арестовывать. Скорее всего, это испанский союзник». Спустя месяц находящаяся на марше дивизия получила новый приказ – выдвинуться к Новгороду, куда она прибыла лишь в начале октября и была зачислена в 16-ю немецкую армию группы армий «Север». Приближалось неминуемое и трагичное знакомство испанцев с русской зимой. Попавшие в советский плен бойцы дивизии рассказывали, что из-за сильных морозов декабря 41-го некоторые роты не досчитывались 2/3 личного состава. Солдаты погибали от обморожения или попросту дезертировали. Красная армия тоже не давала скучать. Советское командование считало фалангистов слабым звеном немецкой обороны на Волховском фронте и оттого не жалело снарядов, ежедневно осыпая испанские позиции артиллерийским огнем. Позднее один из пленных фалангистов, Франциско Санта, вспоминал, что каждый день в его роте погибало не менее 3-4 человек, а в других ротах потери были еще больше. Но мечтам о счастливом дне, когда голубые рубашки вместе с немецкими союзниками гордо пройдут по улицам Москвы, сбыться было не суждено. Добрый немецкий союзник предложил им замену. Позднее об этом в своей книге напишет командир дивизии, генерал Эстебан Инфантес. В начале августа 1942 года мы получили приказ о передислокации непосредственно на Ленинградский фронт, где должны были проходить осада и последующий успешный штурм царской столицы. В тот момент у нас у всех были иллюзии, что мы осуществим этот маневр, который объединит нас с финскими войсками. Однако и этим планам не суждено было сбыться. В феврале 43-го советская армия начинает Красноборскую операцию, по итогам которой испанская дивизия фактически прекращает свое существование. Эта агония продлится до октября, когда указом Франциско Франко ее официально расформируют. Численность личного состава к тому времени была минимальна. Многие солдаты или погибли, или вернулись домой. А новой волны идейных новобранцев не последовало. К тому же Германия уже начала сдавать позиции. Франко понимал, что скоро Третий рейх падет, и уже не видел смысла помогать своему союзнику. Но не все испанцы вернулись домой. Некоторые остались в германской армии и воевали до самого конца войны. Также достаточно интересен практически неисследованный сюжет о русских участниках Голубой дивизии. А ведь на момент формирования в ее составе таких насчитывалось 29 человек. Кстати, если вам будет интересна эта тема, пишите в комментариях, я обязательно ее разберу. Сегодня существует миф о добродушных испанских добровольцах, которых нацисты обманом затащили в окопы Восточного фронта. Рассказывают, что они шли воевать с коммунизмом, а не с советским народом. Будто борьба против идеологии с оружием в руках не подразумевает физического истребления носителя этой идеологии. Большая часть личного состава дивизии были идейные фашисты, которые отметились рядом военных преступлений на оккупированных территориях. Так, например, газета «Известия» писала: в ходе освобождения от оккупантов села Дубровка Новгородской области красноармейцы обнаружили трупы зверски замученных испанской голубой дивизией русских солдат. Оба трупа скальпированы, лицевые кости у одного из них раздроблены, ногти на пальцах рук сорваны, кисти рук имеют следы ожогов. У каждого трупа выколото по одному глазу и отрезаны уши. Испанские солдаты разграбили новгородскую церковь Федора Стратилата на Ручью и сожгли иконостас, используя его вместо дров, а также похитили и вывезли в Испанию в качестве трофея крест главного купола собора Святой Софии, крупнейшего духовного центра Северной Руси на протяжении столетий. А когда зимой 42 года ударили 40-градусные морозы, в ружьях замерзало масло, а картошку, по воспоминаниям очевидцев, можно было только разрубить топором, теплолюбивые испанцы стали безжалостно раздевать мирное население. И за отказ отдать теплые вещи и валенки следовал расстрел. Самым же главным их преступлением
является участие в блокаде умирающего от голода и замерзающего от холода Ленинграда.